Всем привет! Я Ирина Шабо, и у нас с вами очередной швейный обзор. Сегодня мы будем обозревать шагающую лапку, которая еще имеет второе название, это верхний транспортер. Я буду делать обзор на примере лапки от компании Бразер, поскольку сегодня я буду шить на машинке компании Бразер. Но эта лапка, она есть у всех швейных производителей, то есть вы легко сможете найти в каталогах аксессуаров и дополнительных принадлежностей эту лапку к своей машине, независимо от того, какого бренда машины вы используете. Плюс, между прочим, у компании Pfaff, у многих машин это как бы встроенная система. Очень удобная, то есть ничего дополнительно покупать не нужно, и, соответственно, продвижение материала идет как по маслу уже изначально в машинке. Но это не говорит о том, что мы без этой лапки не можем справиться, она нам нужна при любых обстоятельствах. На самом деле эта лапка используется в случае, если мы работаем с непростыми, довольно сложными изделиями и материалами, такими как, например, искусственная кожа, либо виниловые материалы, то есть когда у нас происходит скольжение, либо наоборот у нас материалы собираются. Еще один вариант – это многослойные изделия типа сэндвичи, их еще называют, то есть это такие многослойные с прослойкой внутри, чаще всего используется в таком виде деятельности, как квилтинг, пэтчворк и подобные виды шитья. Плюс очень удобно использовать эту лапку, и удобно, и надежно использовать эту лапку, когда мы прошиваем материалы, либо изделия, где очень важно совместить рисунок. Например, изделие в клетку. То есть нам важно, чтобы клетка была совмещена с клеткой. Тогда эта лапка нам незаменимый помощник. Сегодня мы рассмотрим, как эту лапку установить на машину, как на ней работать, и посмотрим некоторые материалы, что будет, если мы будем шить без использования этой лапки, и что будет, если мы будем шить с использованием этой лапки. Покажу вам сейчас эту лапку, как она выглядит. Она выглядит вот так вот. То есть у нее есть такое основное тельце, есть подошва. И как раз таки в этой подошве снизу мы можем увидеть такие как бы зубчатые пластинки. Вот за счет этих зубчатых пластинок происходит дополнительное продвижение материала. То есть мы все знаем, что в швейных машинах внизу есть зубчатая рейка транспортера, с помощью которой происходит продвижение материала. Но когда материалы сложные и нужно, чтобы верхний материал подавался точно с такой же силой, как и нижний, мы используем вот эту вот лапку. И, собственно говоря, вот эти зубчики, они как раз-таки продвигают верхний слой. Также есть вот эта вот вилочка. Сейчас мы, когда будем устанавливать эту лапку на машину, мы посмотрим, как она устанавливается. То есть, когда мы двигаем вот этой вилочкой, да, она двигается, точнее, заодно двигаются вот эти вот зубчики. Кстати, у лапки есть такие вот отверстия. Вот, видите, дырочка такая сквозная, дырочка. Эта дырочка сделана не просто так, у нее есть свое функциональное предназначение. В эту дырочку мы можем вставить направляющую. И некоторые лапки у некоторых производителей уже идут в комплекте с направляющей. Это такой штырек. Я вот сейчас здесь на видео, где-то здесь вы увидите картинку с этим штырьком, для чего он предназначен и как он выглядит. У компании Бразер тоже есть этот штырек, но он продается отдельно, то есть это отдельное приспособление. В общем, этот штырек вставляется вот в это отверстие, и можно регулировать расстояние, да, от штырька до самой лапки, с помощью чего мы можем прошивать идеально параллельные линии. Опять же, это невероятно удобный и невероятно полезный функционал, когда мы прошиваем, например, что-то стеганое изделие, стеганое пальто, даже не пальто, а вот подготавливаем изначально ткань, да, для того, чтобы шить стеганое изделие. То есть параллельные ромбы, параллельные квадраты.
какие-то узоры, да, то есть где мы используем параллельные линии. И как раз вот эта лапка, да, которая прошивает с легкостью наш сэндвич без смещения материалов, да, там обычно 3 слоя в стежке. Это нижний слой, простежка вот эта вот внутренняя, которая сделана из либо синтепона, либо какого-то натурального утеплителя, и сам верхний слой. Наша лапка очень идеально строчит эти все 3 слоя. И плюс ко всему, если у нас здесь есть этот штырек, который вы видите на картинке, мы способны выполнить идеально ровные параллельные линии. Для того, чтобы нам установить лапку с верхним транспортером на машину, нам нужно поднять иголочку в максимально верхнее положение. Мы это делаем с помощью меховика, совмещая контрольные риски, и поднять прижимную лапку. Мы снимаем ту лапку, которая у нас установлена на машине, плюс нам нужно снять держатель прижимной лапки стандартный, получше открутить вот этот вот винтик, и мы готовы устанавливать наш верхний транспортер, нашу шагающую лапку на машину. Устанавливаем правильно. Вот такое должно быть положение верным, то есть вот эта вилочка у нас попала, точнее вот этот штырек у нас попал в эту вилочку, и мы можем теперь закручивать. Мы теперь это закручиваем надежно, фиксируем. Закручиваем до тех пор, пока винт у нас крутится, чтобы в процессе шитья у нас лапка никуда не соскакивала. Плюс еще по инструкции рекомендуется опустить лапку и еще надежно зафиксировать. Все встало на свое место. То есть винт вот в этом отверстии, штырек у нас в вилочке. Ну что, давайте протестируем эти самые сложные материалы и посмотрим, как лапка шагающая, либо верхний транспортер, другими словами, справляется с прошиванием сложных материалов. К сложным материалам я отношу, например, такой материал, как искусственная кожа. Все мы знаем, что если мы шьем какие-то изделия из искусственной кожи, то эта кожа не терпит наметывания, она не терпит проколов, потому что эти проколы по сравнению с обычными тканями никуда не исчезают, и они остаются на материале. То есть этот материал, мало того, что он сам по себе такой является скользящий, как лицевая сторона, так и наружная сторона, так его еще очень сложно сам по себе шить, потому что технологии меняются, и у нас нет возможности, да, зафиксировать слои этого материала перед прошиванием. Некоторые умудряются каким-то образом там накалывать иголочки где-то с краю, чтобы не видно было проколов с лицевой стороны. Некоторые используют клеевую ленту. Но для бытовых машин это довольно опасная такая технология, потому что есть риск того, что забьется челнок, забьется игла, потому что клей все-таки проникает вниз. И, честно признаться, у меня у самой была такая история, когда я полностью забила свою машину, когда шила сумку не из искусственной кожи, но из натуральной, довольно такой не очень плотненькой, но тем не менее. С тех пор я перестала использовать клеевые материалы для того, чтобы шить кожу, либо искусственную кожу. Поэтому давайте сейчас попробуем прошить. Представим, что мы хотим прошить строчку на расстоянии 1 сантиметр от края. Мы имеем вот такие вот 2 ровные полосочки коричневой искусственной кожи. Они абсолютно одинаковые по длине. И мы сейчас посмотрим, как шагающая лапка справляется с этим материалом. То есть мы прошьем сначала с помощью этой лапки, а потом мы прошьем без этой лапки. Мы прошьем обычной стандартной лапкой и сравним результат. Мы будем прошивать обычной прямой строчкой.
кстати, забыла сказать, что скорость мы ставим, когда пользуемся шагающей лапкой. Скорость у нас должна быть между минимальной и средней, то есть слишком высокую скорость не ставим. Естественно, лапка издает такой характерный звук, то есть она не шьет так тихо, как шьют обычные лапки, она более громкая. В процессе мы видим, как вот эти вот беленькие верхние транспортерчики у нас продвигают, то есть они хватаются своими зубчиками за верхний слой материала и продвигают наши слои, то есть нижний транспортер отвечает за нижний слой, а верхние зубчики отвечают за верхний слой. Сделаем закрепку на всякий случай. Что мы видим? Что мы пришли в конечную точку в идеально ровном состоянии как верхнего слоя, так и нижнего. То есть наши слои не сместились относительно друг друга совершенно никак. Тем временем мы сменили нашу шагающую лапку опять на стандартную лапку, установили стандартный держатель лапки. У нас еще есть две такие же полосочки искусственной кожи, которые также идеально равны по своей длине. И мы сейчас попробуем прошить то же самое, но только с помощью вот обычного нашего продвижения нижнего, не имея верхнего транспортера, как в шагающей лапке. И посмотрим, какой у нас будет результат. Делаем закрепку, как и в первом случае. Обрезаем иголочку, обрезаем ниточку, поднимаем лапку. И что мы видим в результате? В результате мы видим целых 0,5 сантиметра, а даже больше, наверное, целых 6 миллиметров смещения верхнего слоя. За счет того, что верхняя лапка, она не продвигала материал, да, она его придавливала, и материал скользил по нижнему слою, и мы имеем вот такое смещение. Вроде бы, казалось бы, ничего. Но вы знаете, что когда мы шьем изделие, и потом в процессе носки мы замечаем эти дефекты, когда у нас одна сторона подтягивает, и нам уже что-то не нравится. То есть на данном примере мы видим, для чего нам нужен верхний транспортер. Еще один вариант использования шагающей лапки либо верхнего транспортера я хочу вам продемонстрировать на примере шитья вот такой вот стеганой ткани. Она такая очень плотненькая, толстенькая. Она у нас из 3 слоев. Такой вот нижний слой, он совсем тоненький. Посередине у нас такой синтепоновый утеплитель, ну и верхний слой такая плащевочка. То есть, если так вот прям трогать, довольно плотненько. Я себе сейчас шью модный нынче аксессуар, стеганый шарф. И я, собственно, вам не буду показывать полный процесс шитья, естественно, потому что мы рассматриваем все-таки лапку, а не процесс шитья шарфа. А лишь на некоторых участках вам покажу, как справляется лапка с шитьем такого толстенького сэндвича. Первое, что я хочу прошить с помощью шагающей лапки на этом изделии, это вот этот вот участок. Здесь я уже все подготовила, заготовила. У меня здесь будет такая большая петля в рамку, в которую будет продеваться один из концов моего готового шарфа. То есть у нас здесь уже получается, ну, как бы, раз, два, три, 4 слоя, причем 4-й слой я проклеила, да, дублирующим материалом, и у нас как бы 5 слоев ткани, и мы должны как бы прошить этот сэндвич. Без шагающей лапки нам будет очень сложно здесь обойтись, поэтому первый участок мы прошьем с помощью шагающей лапки здесь.
собственно, мы проложили строчку 4, либо даже 5-слойном материале. Все было идеально, без смещений, без трудностей, и все ровненько и четенько. И последнее, что мы с вами сегодня пошьем, мы сострочим наш будущий шарфик по периметру, и мы видим, что здесь у нас целых 6 слоев, 2 из которых это плотненький, толстенький синтепончик, 2, соответственно, верхних слоя ткани и 2 таких подкладочных слоя ткани. Конечно же, мы понимаем, что когда у нас такая плотность и толщина прошиваемых материалов, нам просто будет очень сложно справиться без верхнего транспортера, потому что продвигается без него, без верхнего транспортера, только нижняя ткань. И этого продвижения не хватает до верхних слоев. Соответственно, что мы делаем в этом случае? Мы используем верхний транспортер, а иными словами, шагающую лапку. Я сейчас скалю весь мой шарфик по периметру, наметывать не буду, потому что я верю в шагающую лапку и надеюсь, что с помощью нее будет достаточно хороший результат без нужды предварительного наметывания. Ну что, мы дошили наш шарфик. Все получилось отлично, идеально. Все слои прошивались одновременно, никаких затруднений не возникло. Ну что, друзья, сегодня я максимально подробно постаралась рассказать вам обо всех особенностях шагающей лапки с верхним транспортером. Мы узнали, как она устанавливается на машину, с какими материалами используется. Мы прошили с вами сложные материалы, искусственную кожу и стежку в 6 слоев. И что можно сказать в заключение? Эта лапка верный друг и помощник во всех ситуациях, в которых нам сложно прошить материал. Если у вас возникают какие-либо трудности с материалом, будь он слишком толстый, слишком растяжимый, либо наоборот слишком тонкий и скользящий, вам поможет в этом шагающая лапка. Ее не стоит бояться, она довольно проста в применении, устанавливается легко. Единственное, что вам нужно выбрать правильную лапку для конкретно своей модели машин. Я думаю, что на сегодня мы с вами заканчиваем. Я прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока-пока.